Мне хочется позвать прям старую гвардию, знаешь, которая прям, ну, качественные. Что-то ты не напудрила там? Да. Ну, давай. Что еще заметить? Ну и с оркестриком. Я прям скучаю по вот этим временам, большим, жирным, когда... Когда было много денег? Когда было много денег, когда мы делали эти концерты даже вот на День города. Да, не было клево. Это же потрясающе На было. Пушкина. Помнишь этот, кстати, концерт, когда дождь пошел? Конечно. Бесплатная реклама «Поющий под дождем». А ты знаешь, что у нас это вылетела вся связь, но ровно на слове «мотор». Классика. Это прям классика была. По телефону руками так махали. Ага. У нас там Я же участвовал, я помню. Бедный стейдж-менеджер, который просто залезла на кофры, чтобы хоть что-то видеть, потому что все люди встали с зонтиками, и это было прям... А что, еще? Побольше. Телефон тоже напоминаю. Ну, само собой. У меня стоит режим «не беспокоить», мне никто не сможет прорваться, кроме моей жены, но я надеюсь, что... Всем привет! Это шоу Stage Door на канале Musical Universe, и с вами его авторы и ведущие Андрей Бирин и Лилия Фаизова. Андрей Бирин, артист. Вы могли его видеть в таких мюзиклах, как «Мамма Мия», «Красавица и чудовище», «Зорро», продюсеры, Анна Каренина, «Последнее испытание», «Привидение» и многих других. А Лилия Фаизова – исполнительный продюсер. За плечами Лили такие проекты, как «Мамма Мия», «Красавица и чудовище», «Звуки музыки», «Русалочка», «Призрак оперы», «Бал вампиров», «Привидение» и многие другие. В нашем шоу мы рассказываем о музыкальном театре, но войдем мы в него не через центральный вход, а через вход служебный. А заведет нас в этот театр через служебный вход человек, который обычно не поднимается на сцену, но без которого ни одно шоу не может состояться. Сегодня второй выпуск нашего шоу, и впереди у нас длинный и очень насыщенный сезон. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии и обязательно нажмите на звоночек, чтобы не пропускать наши следующие выпуски. А за лучшие вопросы и комментарии у нас традиционно полагаются подарки. И сегодня вот эту классную бейсболку с логотипом Musical Universe получит один из зрителей нашего прошлого выпуска, который задал самый интересный вопрос или оставил самый интересный, по нашему мнению, комментарий. Но об этом чуть позже, всему свое время. А пока встречайте нашу гостью. Обладатель «Золотой маски» за мюзикл «Призрак оперы» в номинации «Лучший дирижер мюзикла или оперетты». Музыкальный руководитель и главный дирижер мюзиклов. Выпускница класса Ольги Павловой Государственного музыкально-педагогического института имени Михаила Ипполитова-Иванова. В ее портфолио работа над мюзиклами «Красавица и чудовище», «Зорро», «Звуки музыки», «Русалочка», «Чикаго», «Бал вампиров», «Привидение», «Тетрадь смерти», «Кошки», «Мамма Мия». Музыкальные аранжировки к театральным спектаклям и преподавательская деятельность. Свою карьеру начала в детском музыкальном театре под руководством Александра Федорова, а сегодня дирижирует оркестром международного мирового турне мюзикла «Призрак оперы». Самым авторитетным советником и компетентным критиком своей профессиональной деятельности считает дочь Полину. Через служебный вход нас проведет музыкальный руководитель и дирижер мюзиклов Мариам Барская. Маша, привет! Привет. Спасибо Привет. огромное, во-первых, за то, что ты пришла, согласилась поучаствовать в нашем замечательном новом проекте, который посвящен людям, которые работают за кулисами и без которых шоу состояться не может. Вы не привыкли выходить на поклоны, но вы, как никто, достойны внимания, потому что без вас никакое шоу никогда в жизни не получится. Спасибо большое за приглашение, мне очень приятно, очень приятно. Рада видеть вас. Традиционно первый вопрос, который я задаю всем нашим гостям. Как ты дошла до жизни такой? Как получилось так, что ты попала в музыкальный театр, стала заниматься этой профессией, дирижировать, вести спектакли, вот это все, с чего все началось? Ой, ну это какой-то вот удивительный, на самом деле, путь, к которому, мне кажется, не приложил ни малейших усилий, как будто бы все само собой произошло. Началось все с детского музыкального театра юного актера под руководством Александра Львовича Федорова. Вот. И дальше Нордост, 12 стульев.
и кошки, и началась эра вот этих спектаклей, которые привезены к нам. Ну а в детстве вообще почему пришло решение заняться музыкой? А, Откуда это взялось у тебя? Не знаю, любила слушать, хотела в музыкальную школу, хотела играть, попросила, хочу играть. Вот. Прямо И- именно фортепиано? Да, именно фортепиано мне нравилось очень. И так даже не смотрела в сторону дирижирования, но вот кошки Алла Константиновна, вот эта вот западная система, да, когда ассистент дирижера, это он должен быть концертмейстером и пианистом из оркестра, и Алла Константиновна предложила, давай попробуем. Мгм. Я говорю, нет, ни в коем случае не хочу. И начала, и вошла во вкус, и мне очень понравилось. И не могу остановиться теперь. Просто Ну еще бы, теперь ты вот гастролируешь с туром призрака оперы по всему миру, это вообще, конечно, фантастика. Да. Маша один из немногих специалистов, который вот так вот переместился из Я бы сказала, российской единственный действительности, специалист. который из Ну, нашей в мире, российской который дирижерской есть. действительности поехал за границу в тур. С мюзиклом С мюзиклом. мирового уровня. Ну, мы про тур отдельно поговорим Отдельно, потом. хорошо. Маш, а как ты вот перепрыгнула из концертмейстера и ассистента Аллы Константиновны? Алла Константиновна Куликова, я хочу для Куликова зрителей Алла пояснить, да, это Константиновна. музыкальный руководитель кошек в свое время, и впоследствии хормейстер вообще большинства стейджевских проектов. если я Да, правильно музыкальный понимаю. руководитель, красавица, чудовище. Ну вот как-то получился какой-то такой переходный момент, и это произошло. И дальше пошел проект один за другим, Андрей, ты помнишь, Зора, Да, ой, и Зора, все это подряд. И все оно происходило как-то просто естественным образом. Один проект заканчивается, другой начинается. Один заканчивается, другой Ну, начинается. кстати, небольшая ремарка. Поначалу, особенно первые несколько проектов, по-моему, по «Призрака оперы» мы все равно утверждали музыкального руководителя с лицензиарами. А вообще как это происходит? Вот давай начнем сначала. Вообще, вот музыкальный руководитель, кто этот человек, чем он занимается, что входит в его обязанности и вообще, как это все работает? Да. Потому что спектакли западные в основном приезжают в Россию, и тут есть человек, который в этом спектакле будет руководить в процессе проката. Вот Да. от момента того, что тебя утверждают как музыкального руководителя, во-первых, как это происходит, до момента выпуска и дальше в прокат, что входит в твои, собственно, обязанности и чем ты занимаешься? Ну, начнем с того, что мы говорим именно про лицензионные Ну да. спектакли. Начиналось все с того, что просто несколько дирижеров пришли, и Дэн, наш музыкальный супервайзер, то есть это человек, который выбирает музыкального руководителя. Он приезжает оттуда. Он приезжает оттуда, из Лондона. Он приехал, он посмотрел несколько человек и Дэн — выбрал. это «Мамма Мия». Дэн — это Кэтс. Это Кэтс. Это шоу. Кэтс. Мгм. Дэн был. И ему очень понравилась Алла Константиновна. Мгм. И вот А как это прям кастинг? То есть Кастинг, ты это садится кастинг, оркестр, ты да, дирижируешь? верно. Или ты дирижируешь под фонограмму? Как это происходит? Хороший вопрос. Под Вот пианиста. кастинг дирижера. Пианист. Я Под играла. пианиста. Я играла А. в этот момент. То есть приходит несколько дирижеров. Вот Ага. заранее дирижерам выдается партитура какого-то номера. Так. И их задача продирижировать этот номер. То есть вот Без оркестра. без оркестра. Ну вот в этот момент пианист заменяет весь оркестр, да? То есть пианист играет Ага. под руку дирижера. И вот рядом сидит музыкальный супервайзер, который смотрит одного, второго, работает, ну да, вот какие-то проверяет тонкости, как человек реагирует, что к чему. А И палочку всё. выдают? Нет, Нет, на кастинге Нет. без палочки. нет, Приходишь со своей. нет. Ну и что? И он смотрит, Да, и насколько вот его ты- по каким-то критериям падает выбор вот на какого-то человека. Ну, потому что на самом деле музыкальный руководитель, musical director, да, по-английски, Ну да. он должен включать в себя в разные качества очень, да, то есть это не только работа с оркестром, это работа с артистами, причем как с хором и с ансамблем, так и с солистами, да. Помимо этого, это работа над текстами, потому что все лицензионные спектакли должны быть переведены на русский. Это огромный просто пласт работы. Алексей Игоревич Иващенко большинство спектаклей у нас перевел замечательно совершенно. И еще есть работа с музыкальными нарезками, допустим, да, для того, чтобы спектакль жил. И для того, чтобы зритель приходил, необходима реклама. Да? Для рекламы необходима музыка. То есть это тоже все такой процесс, очень То много. есть ты в этом тоже принимаешь участие? Обязательно. Обязательно, да. Причем это тоже не просто так взял, нарезал музыку, все. Утверждается все, согласуется. А хорошо ли это сочетается с видео? То есть это вот действительно очень много разных видов работ, я бы В сказала. том так. числе административное, я понимаю. Да. Назначить репетит. То есть, допустим, да, выпуск спектакля — это один Давай, период. давай сначала. Сначала. Вот утвердили вы- тебя дирижером. Выбрали спектакль. Выбрали спектакль. Да, Да, выбрали сначала выбрали спектакль. спектакль. Дальше мы связались с музыкальным супервайзером, которого нам назначают. Мы предлагаем кандидатуры, отсылаем CV. Маша регулярно должна была обновлять CV свои это что резюме. Резюме. Мы отправляем резюме, предлагаем варианты, и дальше начинается кастинг артиста. Да, начинается все с кастинга. Пока Да. не набрана труппа, даже
тексты переводятся очень эпизодически, да, то есть выборочно, которые нужны для кастинга. Ну, понятно, те отрывки, которые будут Да, смотреть, верно. соответственно. Да. Но иногда это очень много, на самом деле. Иногда бывает это, там 12 песен целиком, и тогда бедный переводчик должен за очень быстрые короткие сроки, сроки. там за месяц, типа полмесяца. То есть от момента принятия решения по спектаклю до момента начала кастинга где-то месяц проходит в среднем. И за это Около время того, переводчик это в должен основном, успеть. вот как раз-таки мы в основном ждем перевод. Да, причем мало того, это не просто, вот мы дали, Алексей Игоревич, пожалуйста, переведите, ничего подобного. Нужно обязательно послать за рубеж этот перевод, утвердить его, Там а еще потом чудовищная вещь же. Ты переводишь сначала с английского на русский в стихотворном, потом этот перевод стихотворный Обратно в перевод. translation переводится Да. на английский, и это Верно. отправляется, короче, чудовищно испорченный телефон, я вообще не представляю. Не-не-не, это очень интересно. Мы, кстати, Алексея Игоревича пригласим обязательно к нам на программу. Мгм. Спойлер. И он нам расскажет поподробнее. Это очень интересно. Ну, это Вот да. я когда начала уже этим заниматься подробно сама, уже в качестве исполнительного продюсера, обычно все эти переговоры, они как бы мы с ним вместе присутствовали на всех этих звонках. Это очень И интересно. это большое удовольствие, потому что это поиск совместный, и это какие-то... Причем, опять же, мы же не знаем, мы берем, для нас это вот чистый лист, да, новый текст, вот мы начинаем его переводить. Выясняется, что, оказывается, допустим, для лицензиатов очень важно вот именно это слово здесь, а это не важно. Тут можно обойти. И вот это вот согласование и поиск, где важно, а где нет. В кошках, допустим, имело значение слово в музыку каждый, потому что, прежде всего, оно связано с движением. И тогда это был первый проект, я помню, что это было непросто, а потом уже да. Меня коснулся «Призрак оперы». Мы созванивались с момента, как получили лицензию и отдали текст. Мы еще долго выбирали, кстати, человек, переводчика, который сделает нам подстрочник. То есть первый шаг — это сделать подстрочник всего. После этого стихотворная форма, после этого стихотворную форму ты переводишь назад, обратный перевод, отправляешь туда, и дальше начинается вот прям по каждой сцене идет согласование. То есть мы прям проговаривали, почему так, а какое это имеет значение в русском языке. Ты помнишь, вот «The point of no return», например, мы пересекли черту в итоге, оказалось. Ну да. А были какие еще варианты? Ой, слушай, я сейчас, кстати, не Что-то вспомню, не но было вспомнила, много, было было очень. Вот очень по много. призраку мы отдельно, прям у нас будет по призраку список вопросов у нас там. Ага, если успеете. Желающие успеем, я Не думаю. так много времени. Да. То есть, значит, возвращаемся к нашим баранам. Кастинг артистов. Артистов. Ты принимаешь в Ты них тоже принимаешь участие. участие. Да, конечно, конечно. Насколько я понимаю, первый тур, вот я как артист помню, первый тур, это еще без западной команды. Я прихожу, вижу тебя, твои улыбающиеся родные глаза, которые готовы воспринимать все. Вижу ироничную Анну Леонидовну, которая тоже меня смотрит. Педагог по вокалу, Педагог обычно, по вокалу, кастинг-директор. Ну, и я там периодически Ну, и ты появлялась. появляешься. Да. То есть и первый тур, отсмотр как бы такой, так называемый open call, когда приходите кто Называется хотите, пресс-скрининг. пресс-скрининг. Да. Это есть- отборочный тур. То есть Куда это даже можно- считается не тур, это такой предтур. Это как бы. предтур. Да. Но у нас уже есть характеристики всех героев, да, как вокальные, Ну так да. то есть мы понимаем, кого мы в общем ищем, да, с каким диапазоном, в том числе вокальным, все. Ну и вы вывешиваете информацию на сайте, Да. да, какие есть персонажи, определенный материал для каждого персонажа, артист выбирает и приходит вам показываться. Когда они приходят на больших проектах, на «Мамма Мии», на «Кошках» особенно, на «Русалочке» и на «Призраке оперы», мы ездили с Машей по всей стране. По регионам? По регионам. А, да, я помню, Да. была такая тема. Мы даже в Киев мы ездили. Собственно, Быстрову-то и привезли же, да, я насколько понимаю, Очень многих привезли. из Екатеринбурга. Да, Очень многих да. привезли. И я просто как раз вчера, когда готовилась, я вспоминала наши с Машей поездки вот в Санкт-Петербург. Помнишь, мы ездили Да. в питерский Кулек. Там был такой прекрасный педагог у них, не Богомаз, а Голомазов. типа Сейчас Благодер. Благодер. Да. Да, Он да, очень, прекрасно, да, да. он прям очень любит жанр. Ага. И у него каждый год был конкурс имени Андрея Петрова. Петрова, да. Там Манана Манана. Гитидзе всегда была членом жюри, потому что она все-таки внучка и такой Мгм. человек, представитель культуры Санкт-Петербурга. Вот, и нас как-то один раз пригласила, и мы туда регулярно ездили. Да, мы ездили, спасибо отсматривали ей, да. вот всех ребят, следили как бы за их карьерой. Многие, кстати, из них закончили в мюзиклах, как ни странно. Да, но он прям как Закончили семья. прям, или все-таки продолжает? еще? Продолжают. Ну или начали. Он как, да, вот оберегает их как отец своих учеников. Это было очень приятно наблюдать. Это какая-то особенная атмосфера.
Да, То есть поездили. это пресс-скрининг, это прям такой большой чес, туда приходят тысячи. Тысячи человек. Да, это не 1000, это не 2000, это тысячи. И ты всех отсматриваешь. Да, В обязательном порядке. Кошмар. но это интересно. Хорошо, давай, раз уж мы коснулись вопроса кастинга, вот, допустим, нас смотрит какой-то артист, который мечтает попасть в какой-то мюзикл. Или не артист. Или не артист. Или Ну, пока про кто оркестр- мечтает стать артистом. Да, про оркестр мы еще поговорим, тоже мне интересно, как это происходит. А вот каких ошибок нужно избежать на кастинге? Чего не нужно делать, чтобы ты не разочаровал, чтобы понравиться, вот, допустим, тебе конкретно на кастинге? Что нужно делать, чего делать нельзя? Ой, слушай, это любимая тема. Да, я обожаю. Кастинги. Это реально такие Ну, лайфхаки, вот- очень важные на вот, самом деле. Ну, первое, вот всегда об этом думаю, что действительно главное вот не делать какую-то ставку, что вот кастинг это все, вот это все, да. И поскольку мы столько сделали спектаклей, и уже есть какое-то понимание, что действительно, ну вот ощущение какой-то драмы, да, если человек не прошел, то все, я никуда не годен, я не профи. То есть вот это самое главное, это совсем Моя не тема. так. Да. Но, кстати, Маша, вот в отличие от многих, ну, Маша и, наверное, Женя за год тоже, вот он, в отличие от остальных наших кастингов, проходящих в России, Ага. они очень часто дают обратную связь. Сразу же, ты имеешь в виду, Да, сразу. То есть что очень важно. Диалог. Особенно, когда человек, ну, потому что у нас очень часто на анкете написана формулировка not for us, это означает не для нас. Ну да. Ну, то есть это, Значит, просто Артист человек... хороший, но нам не да, да, подходит. да, да. ну, просто Нам- у нас нет ничего, что ему предложить. Это очень часто бывает, когда нам очень нравится человек. Мы даже его оставляем обязательно в какой-то На будущее, особенной да. папке, не забыть, обязательно пригласить. Но просто вот в данный проект он не вписывается по каким-то критериям. Совершенно, может быть, даже случайным. Это может быть и рост, не знаю, все что угодно. Но вот не вписывается и все. Так вот, к лайфхакам. Лайфхак. Обратно. Лайфхак. Чего нельзя делать? Вот я вошел на кастинг. Чего я не должен делать? Самое веселое, самое нелюбимое. Я только что прилетела с самолета. Ага. Вы знаете, я проходила случайно мимо. Вы знаете, я только что проснулся. А Я болею, я плохо себя я болею, чувствую. да, вот именно сегодня у меня заболело. То есть это то, что лучше действительно не Лучше говорить. Даже не если говорить. ты так. И самое главное, понятно, что все равно всегда ну, как бы нервы, да, и какой-то особенной энергии для человека, выходящего, да, к людям, сидящим за столом. И вот это мой любимый тоже, когда вот люди сидят, разговаривают, мы, да, но мы разговариваем, это не значит, что мы не хотим послушать, мы можем разговаривать об очень важном, что поможет в итоге человеку, и обсуждать что-то очень хорошее в нем. Но это действительно может так немножко смущать, я бы сказала. Но самое главное, действительно, всю энергию направить в дело. Вот просто занять себя. Потому что сказать не нервничайте это невозможно. Все равно нервы будут, Ой, я никуда знаю не это как деться. никто. У меня ощущение, что я попадал только в те спектакли, где какой-то у меня был реально только очень дружественный жюри, которого просто я знаю всех хорошо и люблю. Только в этом случае, когда я чувствую себя в хорошей, приятной компании, знакомых мне уже родных достаточно людей, я как-то более-менее расслабляюсь и могу хотя бы показать там не 30% своего таланта, как я делаю обычно, а хотя бы там 60%. Да? Ну вот возвращаясь к вопросу, поскольку я последние 2 года бесконечно общалась в туре с артистами из очень разных стран, и Великобритания, и Штаты, и Южная Африка, и Австралия. Вот 4 основных государства, можно сказать. И у всех одна и та же, то мы говорим про кастинги тоже. Везде все похоже. Всё то же Везде самое. все похоже, да. То есть ощущения похожие, особенно действительно, конкуренция высоченная, конечно, высочайшая везде. Конечно. У нас огромная конкуренция. На Западе Да. что Но вообще. мне кажется, у нас еще принципиальная разница в том, что у нас люди очень, на мой взгляд, неправильно читают, что написано в кастинге, в описании ролей к кастингу, и очень, может быть, некорректно оценивают свои возможности. Ну, то есть понятно, что хочется, есть что хочется, а есть что может, просто по аппарату, по типажу, по возрасту, росту и так далее. Ну, то есть, когда на кастинге того же самого «Призрака оперы» у нас было, я не знаю, ну, человек 300 девушек, которые хотели быть Кристиной, да, Кристиндая, но надо же себя как-то адекватно оценивать. То есть понятно, что эта девочка, игровой возраст, там, условно, 18, и она балет Слушай, играет. Понятно. Я Ну, как то есть артист по могу сказать, что комплекции нам надо. довольно сложно себя Оценивать оценивать объективно. Но в этом же объективно. Мы либо наоборот недооцениваем профессионализм, часто. понимаешь? что Мне говорится. кажется, в этом профессионализм тоже Ну, это заключается сложно, это правда именно сложно. Ну, в вы же- адекватной оценке себя. Вы же как люди, которые... Вот я пришел на кастинг, и вы видите, что я взял, объективно, не то, что мне Ну, нужно мы брать. даже да? можем Вы порекомендовать же себе скажете, сменить. вот, Конечно. Андрей, Да. смотрите, а у нас вот есть такой персонаж, может быть, вы его попробуете? Да, что Вот. мы и делаем. Правильно, молодцы. Вот Да. для этого пресскрининг и нужен, да, чтобы В том числе. Сориентировать. в том числе дать человеку сориентировать. рекомендации какие-то Да. по корректировке, перед тем, как показывать его западным спецам. Вот, дальше у нас второй тур.
уже кастинг, на который приезжает обычно режиссер, который это будет ставить, музыкальный супервайзер, хореограф, постановщик, ну и периодически там Постановочная продюсеры команда, приезжают. собственно говоря. Да. Да. И вот это у нас, ну, в зависимости от проекта, может занимать, это может повторяться, то есть это мы там выделяем неделю, но мы можем за неделю не успеть набрать всех. Особенно если это новый спектакль, помнишь, как на «Русалочке» мы мучились? Это был новый спектакль, то есть это не реплика была, то есть это была Обновленная версия, и вот эту обновленную версию никто не видел. То есть мы выпускали одновременно в Голландии, в Гронингене, и в России с разницей, по-моему, в месяц, но на момент кастинга никто до конца не понимал, что будет делать ансамбль, например. И такое бывает. И мы год потратили на кастинг, закончив его как раз в Киеве. Да. А мне с утреца позвонили, такие: слушай, мы, кажется, нашли последних 4, можешь прилететь? А я просто села на ближайший самолет, долетела, мы их подписали вечером и как бы разъехались, счастливые и довольные. Скажи, а бывает так, что, допустим, режиссер и музыкальный руководитель входят в какой-то конфликт на тему того или иного артиста? Бывает. То есть, допустим, он так классно поет, да нет, да он плохо играет, он мне не подходит. Как вот эти вопросы решаются и насколько, вероятно, это зависит от проекта, насколько реально на первом месте стоит вокал или все-таки важно скорее фактура и актерское мастерство? Отличный вопрос, Андрей. Да. Ну, это на самом деле частая история. Ну, иногда просто берем тайм-аут. И нам нужно время. Но зависит от проекта. Вот, например, Чикаго. Вот это был единственный, по-моему, случай, когда первый тур это был танцевальный. И только потом был вокал. То Но есть опять же, да, важнее всего было специфика, провести. да. Это всегда какой-то вот какие-то весы, да, внутренние. Ну, естественно, компромисс случается в итоге. Но бывали конфликтные ситуации, бывали. Причем как с русской стороны, так и с зарубежной тоже, да. Ну, в этом тоже какое-то живое ощущение это и есть. И хорошо, что так, что не согласны всегда все однозначно. Это всегда вот вопрос, что первоочередно, допустим, драма или вокал, потому что очень, очень часто бывает, что где-то что-то хочется больше. Ну, скажем, «Призрак оперы» скорее на первом месте вокал скорее стоял, да, я думаю, наверное. В каких-то ролях. Какие? Ну, у «Призрака». Надо, Ну, чтобы вот он это прям вот- или нет, не только. У него только Сочетание. музыкальные номера были на кастинге, он не разговаривал. Ничего вообще не разговаривает. Да, Нет. просто. Ну вот, опять же. значит, получается, что у нас вокал на первом месте стоит. Но опять же, бывали такие случаи, У этого когда персонажа. идеальный вокальный аппарат, а при этом человек не фантом. Ну, такие же тоже были Да, варианты. было. Харизма не та, да. Ну, то есть фактура, грубо говоря, и вокал. в И данном все-таки до конкретном существования вокала случае. А где-то драматического. балетмейстер, грубо говоря, имеет решающее Решающее право слово. голоса. Да. Ну, да, это на клево. Чикаго однозначно. Я просто помню кастинг Рокси и Велмы, вот, которые второй тур колбеки, когда были, это прям очень... Слушай, ну а как, опять же, история, как на Бродвее это происходило с Чикаго? Происходит? Чикаго? Когда просто еще даже не начался прескрининг, выходит ассистент хореографа в зал, где абитуриенты ждут, подходит, говорит: «А вы да, вы нет?» То есть даже просто по фактуре. Лук. Чисто Людям, внешне. да, Да, людям это прям так называется лук. Есть «Мамма Мия» лук, есть «Чикаго» лук. Если ты не лук, то как бы То есть это жесткая они даже не история, тратят но время. Вот таков мир. Понятно, ну хорошо. Но знаешь, что самое Чего? важное вот в моменты, когда второй и третий тур, это когда команда русская и команда западная, когда у них возникает доверие друг к другу. То есть потому что мы до конца можем не знать материал и что-то там не понимать, и нам кажется, что... Ну, то есть мы задаем вопрос, там, а почему этот человек нет? Потому что нам казалось, что да. То есть, они с уважением к этому относятся, они нам объясняют. Иногда мы можем там кого-то отстоять. Да, но- и в свою очередь они нам задают вопрос, потому что они тоже понимают, что на кастинге не всегда человек может, да, показать все свои какие-то возможности. И это диалог. То есть это не то, что в одну сторону, это двухсторонний диалог. Это очень здорово, потому что они задают вопросы, а стоит ли попробовать, а может быть все-таки да, и мы предлагаем, да, как-то. Это очень здорово. Ну да, вы как люди, которые на месте, знаете, в принципе, у нас не так много артистов, которые, в принципе, могут претендовать на главные роли, да, в спектаклях. И на ансамбль, что часто сложнее даже, чем главные роли. Ансамбль Они с очень вами часто сложнее, консультируются. да, потому что даже когда ты читаешь описание, ты до конца не понимаешь. Вот, кстати, для того, чтобы мы реально понимали, кого мы набираем и почему, что мы практиковали в рамках вот Stage Entertainment, перед тем, как какой-то открывать кастинг, мы отвозили всю творческую команду посмотреть спектакль. Да, это, кстати, А ты тоже ездила? Да. А что ты видела на Западе? Ой, Какие? ну, Все ваши проекты, которые ты делала сам? Практически все. Ну, Давай с конца. «Привидения», да, «Призрак оперы». Да,
Да, Нет, да. на «Призрак оперы» я поехала. И в Лондоне, да. В итоге мы с Аллой Константиной В смотрели. Лондон вы ездили, это уже перед Да, вторым туром было. перед вторым туром это было просто, да. Зорро в Париже. Жора, «Бал вампиров» ты Бал вампиров ездила. неделю. Неделю даже, там, да, вместе Обучалась. с Мишей Соколиком. Да? И Да. что вы эту неделю делали? Каждый день ходили на Да. спектакль? Ну, потому что есть особенности. Есть особенности. Ведение спектакля «Бал вампиров», да-да-да. Майкл Рид, замечательный, который, кстати говоря, был первым дирижером премьеры «Призрак оперы». «Призрак оперы». Да. Но он просто, музыкальный супервайзер «Бала вампиров», он просто отправил в Берлин меня посидеть в оркестре, посмотреть, как это все изнутри. Класс. Потому что это все очень неоднозначно. Да, это было интересно. А часто бывает, что сам мюзикл-супервайзер, ну, который приезжает, дирижирует премьерой, или это все-таки скорее исключение? Или он вводит тебя, и чтобы... вот- Как правило, вводит. Да? Как правило, да. То есть он просто следит? чтобы Да, всё- он человек, который обязательно нужен со стороны, да, потому что дирижер, он задействован в процесс. Мгм. Так же, как и артист. Хотя он, да, у него другая функция, другая задача. Но мне, находясь на дирижерском месте, очень сложно оценить и услышать картинку со стороны. Для этого просто крайне необходим музыкальный супервайзер, и который, находясь в зале, видит издалека и может что-то корректировать. Как в оркестре, так и на сцене, так и общение со звуком. Это на момент выпуска спектакля. Ну, они Да. обычно идут в связке вместе с саунд-дизайнером. То есть и звук, и свет изначально отстраивается из центра зала Ну, понятно. до Оттуда зрителя. видно полную Да. картину. Вот. Мы там выставляем слышно. всегда вот эти продакшн Да, я столы, вся эта толпа, там человек 40 сидит в зале, и как раз вот музыкальный супервайзер прям рядышком с саунд-дизайном, с режиссером, какие-то коррекции идут. Он просто незаменимый человек в зале в этот момент, когда выпускается спектакль. Скажи, а вот, насколько я помню, когда ты дирижировал Зорро, ты одновременно еще играла на фортепиано. Да, да, Вот есть как, такие. как это возможно? Я знаю, что есть спектакли, в которых, вот, Есть. допустим, Женя Загот, он тоже, он руководит бендом, сам играет Да. и дирижирует вот этими всеми спектаклями, которые в фойе идут. Ну, так спектакль прописан. Как это? Они просто разные. Головой Мамма теперь Мия, живете, Мамма видите? Мия такой Мамма же. Мия тоже. Привидение Тоже. тоже, да. То есть ты сидишь за да. дирижерским пультом, Иногда, и у тебя тут еще клавиши. верно, иногда приходится дирижировать головой, в каких-то Ага. местах руки свободны. Но это как-то очень достаточно продумано все на Да? самом деле. То есть да. там не дается, что ты все время, тут ты можешь только глазами там или Знаешь, кстати, Нет. как Маша оценивает спектакль, сложный или несложный? так, ну-ка. Маша приходит после какого-нибудь первого прогона, говорит, не, невозможно, это самый сложный спектакль. Ну почему? Да у меня вообще не было времени телефон даже взять в руки. Слушайте, ну я должна сказать официально по поводу телефона на пульте. До какого-то момента я действительно считала, ну, на «Призраке» у меня он тоже был рядышком в Москве. Но я думаю, ну как так, как так. В Москве Но с оговорочкой. То есть там Чикаго, категорически запрещено, я так понимаю, да? Чикаго был поворот моментом, потому что Иэн, музыкальный супервайзер, который к нам приехал из Великобритании, Ага. он мне сказал, нормально, можно пользоваться, я пользовался всегда. Поэтому это санкционировано. это возможно. Не, ну, конечно, на самом деле, это не должно... Ну, слушай, у нас же есть рабочие чаты какие-то, ну, были понятно. рабочие чаты, и очень часто, как бы, бывали какие-то вещи, которые, ну, ты не видишь ни по камерам, никак, и про них знает там только Маша, и она может там сигнализировать Это в быстро. форс-мажорных ситуациях Да. спасительно. А у тебя есть какая-то связь? Она есть, конечно, но я понимаю, что, допустим, в этот момент стейдж-менеджер занят тоже. То есть, да, у него же все-таки своя партитура, и он занят своим делом. И я понимаю, зная спектакль прекрасно, что мне быстрее написать напрямую, допустим, в чат. У Маши есть лайфхак, у нее, значит, у нас один из наших постоянных звукоинженеров в МДМе в России был парень, может, помнишь, Сережа. Да, И конечно. есть. Вот, и у Маши была бумажка, на которой написано было «Сережа» и восклицательный знак. И Маша периодически просто вот так вот выставляла в камеру вот эту вот... Сережа. Да. Сережа, да, это И что значит, Сережа должен был сделать? Он должен был прийти к нам. прибежать на к паузу. ним в оркестр. Но это реально было самое быстрое, потому что кто-то досмотрит в камеру. И кто-то... Всегда, да. Кто-то да. из служб за сценой всегда увидит это. Ага. И то есть, опять же, да, вот к вопросу. Есть Visual какие-то вещи... cue такой. Visual cue. Сережа. Да, Сережа. Класс. Да. Но это помогало. Причем даже там не помощь, там не Просто срочно, Сережа. именно Сережа. Скажи, ну вот про кастинг оркестра немножко, как это происходит? Это так по большому счету. То есть музыкальный супервайзер, рядом музыкальный руководитель, ну вот я или кто-то еще. И если это кастинг, то наш менеджер оркестра, инспектор оркестра, да, менеджер. И он предлагает там, допустим, флейта, там 8 человек. Им дается материал каждому инструменту из спектакля. Ну, допустим, мы говорим про «Призрак оперы». Все было прям по-настоящему. И так по каждому инструменту, коих было 14.
И все приносили материал. Сначала играли по отдельности. Да, значит, происходит так. Приходит человек, играет. Кстати, касательно пианистов, поскольку мы же все-таки играем на синтезаторах, играем определенные партии. Вот, да, это тоже вопрос. Вот. На опережение пианисты всегда приносили свои произведения, любые, какие хотели. Ну, как правило, классические, то есть, опять же, все-таки люди понимают, куда они идут, да, бессмысленно приносить какие-то там джаз или что-то еще, если это призрак оперы. Приносят свои произведения, играют какими-то кусочками, допустим, они приносят на выбор, и Дэвид Кадик, он выбирает, говорит, а можно попросить вас это. И вот девчонки и ребята играли, и все. А как формируются списки, прости, кто туда приходит? Это инспектор оркестра, там, основываясь на своих каких-то знаниях, опять-таки, оркестров Москвы, Верно. знает, кто там Музыки, есть. музыкального Музыкальные материала, данной материалы. Или это постановки. какой-то open, приходите все, кто хочет? Или все-таки это... Поначалу, по-моему, Может, open-call было были такое, какие-то на что-то, какие-то да. конкретные позиции, но мы, по-моему, от этого ушли. Ты больше времени тратишь на Я это. понял. Но вот скажу, как было дальше, потому что, Так. допустим, у нас проходит кастинг на следующий проект, а предыдущий еще в этот момент идет в прокате. И очень часто музыкальные супервайзеры приходили на спектакль, слушали, общались, спрашивали, ух ты, здорово звучит, а кто вот эти музыканты? Узнавали про их опыт, как и что, и этого было достаточно. Говорит, пожалуйста, возьмите этих, если ребята могут дальше идти на этот спектакль, на наш, мы будем рады, потому что это, собственно, спектакль предыдущий был кастингом для них и билетом в следующий мюзикл. Вот такое тоже происходит. Понятно. Вопрос теперь про современный оркестр в музыкальном театре. Я знаю, что раньше, когда я ходил маленький в оперу, оркестр там был какой? Вот малый симфонический, сколько там человек? 60, 70? Очень много. Сейчас, насколько я понимаю, на Бродвее это все началось, и потом переехало к нам. Количество музыкантов с каждым годом все сокращается, меньше. сокращается и сокращается. Вот сколько сейчас достаточно музыкантов, чтобы сыграть на том... Вот в «Призраке» сколько? Там был большой оркестр, маленький? Ну вот сколько самый вот минимальный состав в мире, который играет, это 14 человек. 14 человек. Да, это тот, который, собственно, сейчас будет на Вест-Энде. Они тоже сократили? Да, они с 27 уходят в 14. Это Да, они там носят какие-то корректировки вот Да. перед реланчем. мы играли в Москве 14, и, Ну и вот в туре тоже. Да, для людей, которые... Вот я лично, допустим, если я не знаю, как это работает, я знаю, как это работает. Но вот, допустим, я не знаю. А как же так? Как вот такое звучание огромного симфонического оркестра может сыграть 14 человек? Как технически это достигается? Технический прогресс. Так, расскажи нам об этом. Потому что вот синтезаторы, да, потому Так. что есть... То есть Ямаха вот эту, из 90-х, синтезаторные звуки. Вот эти Казалось бы, из 90-х, но нет. Нет? И если бы Ямаха. Ну не будем Yamaha, называть брендом. Да, ну Ямаха тоже, на самом деле. Смотри, какие. Ну, Kurzweil. призрак оперы Курцвайл. Да, Kurzweil. Я знаю Ямаха, Курцвай, Роланд. Больше клавиш я не знаю. Знаешь, на последний спектакль в МДМе я выкупила последние 6 Курцвайлов в этой Которые были стране. в Москве. В стране. Этой модели. Этой именно модели да. конкретной, да. Да, я выкупила все, что было, Ну, то есть, там больше нет. а как это работает? Я сажусь, да, вот, допустим, то есть один человек может, имея перед собой клавиши, сыграть и за 50 скрипок, которые, да, там что-то Ну вот ведут, тут есть и разные за трубу. системы, разные программисты, конечно же. Вот, допустим, «Призраки оперы» Стюарт Эндрюс, замечательный совершенно Насколько я понимаю, программист. супер знаменитый какой-то программист. Да. Он Да, автор. ну, расскажи, ты с ним он виделась автор. часто. Да. Мы познакомились как раз в туре, но и увиделись с ними так давно в Москве на постановке «Шахмат». Хотя заочно были знакомы давно, но вот увиделись впервые. Это человек, который правая рука Эндрю Ллойда Вебера, который придумывал и продолжает придумывать все звуки в синтезаторах. Это же не просто придумать, да, это технически воплотить так, чтобы это звучало, но вот это отдельная профессия, да, и он при этом пианист еще. Он придумывал для Эндрю все звуки. Вот про кошки он рассказал замечательную историю, совершенно чудесную, что есть такой персонаж в кошках, Гроу Тайгер. У нас его исполнял Игорь Балалаев, замечательный. И вот есть в сцене в одной звучание такое рычание. И вот Стюарт рассказывает, мы сидим с Эндрю и думаем, ищем, я предлагаю ему какие-то звуки этого рычания. Эндрю говорит, нет, не все не то. Вот мы, говорит, сидим уже битый час, мы бьемся, ищем это рычание. Я, говорит, уже просто взорвался, говорю, ну давай сам рычи, сейчас я тебя запишу. Эндрю прорычал, и этот звук Стюарт забрал себе. Я говорю, отлично, все, устраивает. Класс. Все. То И есть вот с тех пор во всех с тех кошках пор, рычит да. сам То Эндрю есть в партитуре Ллойд Вебер. место, и человек, который смотрит, ноты, говорит, Эндрюс рык. Да, И рык да, Эндрю да, Ллойда Вебера да, звучит. это Фантастика. длится несколько секунд, но это голос Эндрю. И он путешествует по миру.
Так что, вот я к чему говорю, Стюарт Эндрюс, он программист, и он придумывает и воплощает очень, очень здорово. С музыкальными эффектами, вот с этими саунд-эффектами понятно, а с обычными инструментами? Это как, записывается физическая Нет, скрипка? не обязательно. Это вот есть Или- разные системы. А расскажи Есть, про то, что было на «Русалочке». Это был другой механизм? есть другой, естественно, программист Кристофер Баскис. Кристоф Баскис его звали. Кристоф Баскис. Ага. Он придумал систему, которую, я думаю, что ненавидит большинство музыкантов мира, потому что именно благодаря ей количество музыкантов стало сокращаться. И смысл ее в том, что это не просто синтетические звуки очень качественные, а это записанные в студии музыканты, причем Ага. записанные в медленном темпе. Ага. То есть самая главная, так сказать, революция этой системы в том, что это не просто воспроизведение как плейбэк, да, вот ты нажимаешь клавиши и звучит что-то, даже вот, естественное, да, это можно кнопку плейбэк нажать. А революция в том, что ты можешь играть это медленнее и быстрее. То есть есть некая гибкость в темпах, и это было, конечно, революционно. Началось это, кстати, в Зорро, какие-то отголоски, вот у нас там соло трубы было, Да. кое-где в Бомбалео. Это вот этот же самый программист сделал тогда. А в «Русалочке» мы, конечно, впервые столкнулись в полной мере, но так как она имеет свои плюсы, она, конечно, имеет и свои минусы, потому что мы были как подопытные кролики, и эта система опробовалась тогда на нас. Но это звучало, когда все было сыграно хорошо, это звучало очень красиво. Как Но большой всё-таки- оркестр. Да, но есть все-таки человеческие факторы, естественно, и бывает, что люди ошибаются, это нормально. Не, ну бывает, что и техника, и компьютер может записывать. Вот. Что-то такое может Вот случиться. это Кристоф довольно Моя любимая тема. часто проходило. Да, ну, слушай, а вот эти звуки, допустим, скрипки те же, да, это сажается в студию, допустим, несколько скрипачей, и они под конкретный проект прописывают Да. конкретные Да, партии. верно. И потом это все программируется в клавиши, Да. и спектакль с этими Да. файлами едет по миру, и можно, ну, то есть, и эти самые скрипачи, которые в свое время в студии записали, звучать будут по всему миру. Да. Таким образом, не нужны скрипачи в оркестре. Вот, к сожалению. Понятно. И Ну, так с каждым инструментом происходит, в принципе. Да, ну, конечно, полностью не перешли на эту систему, все равно какие-то живые инструменты остаются, но вот такая тенденция есть. Но все-таки А есть еще, насколько я понимаю, еще чуть менее современный, но более дешевый вариант. Это когда включается плейбэк, Записанные фонограммы. готовые фонограммы, и ты включаешь там в определенном месте эти куски инструментов, и под клик весь, то есть у тебя в ушах там. верно. И вот так работает, допустим, бал вампиров, да, насколько я понимаю, у нас так было. Ну, да, но там разница в том, что был состав живых инструментов, и просто сверху для создания большей объемной и полнооркестровой партитуры записаны были, то есть мы играли одни на другие, в параллель. Ну понятно. Ну, Да. то есть существует живой оркестр, но в Да, некоторых местах верно, верно. его Добавляется поддерживает запись, уже совершенно записанный где-то в другом месте Да. оркестр. И в этом случае ты не можешь двигаться по темпу. То есть как Верно. это один раз у Верно. тебя записано, так ты и вынужден. Верно. Понятно. Но, тем не менее, зрители регулярно писали, ну, что-то Маша сегодня прям загнала. Загнала. Ну это классика. Это, да, это любимое. Это И уж не говоря о том, что просто что оркестр, что это все записано в принципе, да, что нет уже. Не, ну мой любимый комментарий. Классный мюзикл «Мамма Мия», жалко, что под фонограмму. Потому что у нас же там были вообще невидимые микрофоны. Да, И да, оркестр да, тоже да. был, по его нифига было не видно, он был под сценой. А очень часто удивляется же, ну, в конце спектакля подходит, и Зрители. смотрит, ух ты, а тут Как оказывается люди сидят. оркестр. Именно поэтому, мне кажется, театр оперетты изначально скопировал с французских мюзиклов вот эти вот огромные микрофоны, которые видно, что точно человек поет живьем. Понятно. Так, ну что, у нас есть какой-то список вопросов? В принципе, то, что мне было супер интересно, я уже спросил. Лилия, У может, меня какие есть у тебя вопрос. еще вопросы? Вот на мюзикле «Зорро» у тебя в оркестре, как у меня тогда в труппе, у тебя в оркестре были испанцы. Да, да. Вот. было. А как вы с ними общались? Мне было легко как бы общаться со всеми, потому что я говорю Коммуницировали? по-испански, да. А как вот вы с ними общались, как музыканты общались с ними? Ну, вообще, из них, конечно, многие говорили немножко по-английски, но потом есть все-таки еще какая-то терминология общая, музыкальная. Ну, как-то понимали друг друга. Вообще хороший вопрос, Лиль. Я не помню, что были какие-то сложности. Наверное, потому что вот язык музыки, он универсален. Не, Нет, ну мы все же правда по-итальянски у нас общались. все там. Аллегро, престо. Да, ну, туда-сюда. как-то так, язык жестов, что ли, тоже? Нет, я вот, кстати, не помню, что вообще так ставил вопрос, что была какая-то проблема общаться. А Ну, сколько было испанцев? Гитаристов было несколько? Гитаристов было Три гитариста Один из них было. на сцене. Да. Да. Пабло наш. Ну, сначала в зале, а потом на сцене. Да, три гитариста. И И артисты. они сменяли друг друга.
Или один в оркестре, Два одновременно? всегда играли два в всегда оркестре играли и один песни, на да. сцене. Иногда, в крайнем случае, вдруг один на сцене отсутствовал по каким-то причинам, из оркестра шел на сцену. То есть у него был кавер, так называемый, заменой. Да? Вообще, я так понимаю, что гитара — это как раз один из немногих инструментов, который обычно не сэмплируется, а играется Да, живьем. да. Потому что это, конечно, не заменить. Да. Понятно, что струнные пачки ты не можешь посадить 12 скрипок, а вот гитарист обычно все-таки берут живого. Да, это правда. И это клево. Оба Так, у них тоже, да. у меня вот есть такой вопрос. Это я уже спросил. Да, но это мы тоже поговорили. Вот. А какая разница между тем, чтобы быть музыкальным руководителем в России и на Западе? Ты как человек, который поработал и там, можешь нам рассказать, какие существуют различия принципиальные? Или не принципиальные? Или что общее есть? Но мне кажется, что все общее на самом деле. Я вообще не вижу разницы никакой, если честно. Вот так наблюдая за процессом, который происходит там, хотя, да, ну, у нас вот «Призрак оперы», тур, да, мы ездим из страны в страну, ничем не отличаемся. Ну, то есть разве что, ну, какие-то вещи, которые, опять же, касаются рекламных нарезок музыкальных, которые нам необходимы здесь, в Москве, там просто не было необходимости, потому что этим всем занимается офис в Лондоне или в Нью-Йорке. Все то же самое. То есть еще что важно, конечно, потому что, ну, да, как Коллер, ведущий стейдж-менеджер спектакля по технической части, так, допустим, дирижер в оркестровой яме — это какое-то объединение, да, всех процессов музыкальных с артистами, с музыкантами, и обязательно это не просто как бы, да, какое-то формальное существование, а все-таки это какая-то жизнь в этом должна быть, и очень важно, чтобы общение шло и от нас к артистам, и от артистов к нам, то есть это прям вот процесс живой. И несмотря на то, что спектакль каждый вечер, допустим, один и тот же, вот никогда нет такого ощущения, что он одинаковый. То есть есть какая-то форма, которая каждый раз наполняется какой-то новой жизнью. И она связана с погодой или с состоянием, с настроением, с общением с людьми, с какими-то неожиданными сюрпризами, с какими-то событиями. То есть это настолько... Вот что здорово, мне кажется, в нашей вообще сфере, в нашей профессии, в этом деле, которым мы занимаемся. Ни один спектакль не похож на другой, никогда. Каждый последующий он отличается от предыдущего. Я уже не говорю про состав, да, что меняется артист на сцене, да, и уже даже другой с теми же спектакль все получается. же, ну, да, Андрей, ты вообще понимаешь прекрасно, о чем речь. И это невероятное удовольствие всегда. Маш, скажи, а вот по артистам, по форме работы, я просто помню, ты когда только уехала в тур, ты мне в какой-то момент писала, что ты представляешь, они сами все выучили, они сами это Слушай, репетируют. это на самом деле для меня потрясение какое, что основной состав, да, первый, который играет большинство спектаклей. Логично, что люди в хорошей форме, и есть репетиционный процесс, да, то есть вот там даже перед каждой страной мы репетируем, вспоминаем что-то. Но есть составы, которые выходят редко, иногда раз Кавера. в месяц, кавера, да, кавера. И А там также кавер из ансамбля, и на него место свинг встает. Да? Верно. Да? Прям- То есть свинги тоже ездят с вами? обязательно, да, ровно точно такая же система. Понятно. И меня потрясло, что я думаю, ну сейчас мы будем заниматься с каверами. И вот, да, у нас есть там, допустим, такая спевка, именно вот вокальная репетиция, но и обязательно там пройти по сцене разок. И я не понимаю, как это работает. Люди приходят на этот вот урок, и они такое впечатление, что они уже отработали 15 спектаклей вот только что. Я просто не понимаю, как. То есть вот никаких нет моментов там разучивания, проверки, чего-то. Вот. Это какое-то потрясение. То есть все, просто. человек пришел к тебе на первую спевку, он готов. Он готов. То есть они 100%. сами учат, сами, видимо. Причем, ну, там есть какие-то, ладно, ну, хорошо, есть сольные, там можно послушать, да, что-то снять, там есть, да, в YouTube, пожалуйста, сколько угодно, есть примеров выучить. Опять же, я, допустим, совмещаю позицию дирижера, пианиста в оркестре и концертмейстера. Но я понимаю, что если меня попросят о чем-то вспомнить, это касается мэг-жюри, это отдельная роль. Это происходит, да, это Так, происходит. скажи, мэг-жюри в туре также Поющие. поющие? Это другое поет, потрясение. простите, Это поющие девочки. Ну, то есть они ее откуда привезли? Не знаю. Где-то Из разных- где-то из нашли разных- поющие. Да, из разных стран. Но вот то, что я думаю, ну, если кому-то надо что-то повторить, все равно подходит ко мне, естественно. Мне ко мне никто не подходил не потому, что я единственная русская, а просто, то есть, Ну, не это надо. нужно, это не требуется. Ну, да. И это потрясение для меня. А И у оно нас остается. как? Вот ты же занимаешься, я так понимаю, вводами всех там вторых и третьих составов, то есть вот мы выпустили премьеру, и мы начинаем потихоньку вводить там. У нас есть каждый день репетиции с оркестром, который ты можешь использовать звук в полном оформлении. Репетируй, хоть Ну, обрепетируй. а разучиванием приходится тоже заниматься, насколько я понимаю. Ну, вот в нашей действительности, Да. в российской. Да, конечно, да. То есть к тебе приходят артисты такие, ну, давай, поучим. Кстати, вот
в туре нет оркестровых репетиций. Вот это про разницу. А это это в наше связи с просто чем? достояние. То есть Я не у, них, знаю. у нас это как бы сложилось, но в Европе тоже нету. То есть Дело у нас в том, это что- сложилось, потому что оркестровый вызов 4 часа. Верно, но у нас это привез Дэн, музыкальный супервайзер «Кошки», я это очень хорошо помню. Это просто чудом к нам эта система приехала с первым спектаклем, и мы ее закрепляем каждый раз. Даже некоторые музыкальные супервайзеры удивляются, потому что, как выяснилось, это действительно не распространено нигде в мире. То есть обычно музыканты приходят за 10 минут до начала спектакля, все. У них, кстати, вот разница. На нотах, в связи с тем, что нет оркестровой репетиции, на их пюпитрах лежат замечания. По прошлому спектаклю. Да. Вот это мы получаем замечание в напечатанном виде. Вот только так. А потому что нет времени. А у нас, Нет конечно, времени или еще какие-то причины? Ты мне как-то рассказывал тоже в каком-то городе, я не помню в какой стране, что в рамках вот аренды на спектакль, то есть было только время непосредственно спектакля, то есть там лишний час просто Это стоил правда. какие-то бешеные деньги, там $1000, и в связи с этим вообще ничего не репетировали. это правда, да. Но это исключение было из правил, когда театр был частный, и нас просто не пускали раньше, чем начинается подготовка к спектаклю категорически. Даже репетиции у нас не проводились вот как раз для каверов. Но вот то, что в Москве вот эта система работает с оркестровыми репетициями, это чудо просто, это счастье, да. То Это есть можно- нашим артистам повезло. Да. Нигде в мире так никто не делает. Ну, Чтобы ты мог прийти перед спектаклем, что-то еще вспомнить в полном под звуковом оркестр. оформлении, Да, на да. сцене. Это одинаково хорошо как для оркестра, так и для артистов. Да. Класс. Скажи, а я слышал, что у музыкантов оркестра какой-то супермощный профсоюз, и они там дольше определенного времени не могут работать подряд, у них там каждое какое-то количество часов должен быть перерыв, и не ноты без банкноты, и ровно, значит, если у нас написано в 19 конец репетиции, то мы в 19 ровно встаем и все выходим. Это Но правда? это правда так. Ну, честно говоря, в Москве у нас тоже так всегда было. А сколько норма, вот сколько оркестр может подряд играть без перерыва? М, Допустим, в репетиционном процессе. 45 минут. 45 15 минут, перерывов. потом 15 перерыв. И Опять так 45 постоянно. минут, 15 перерывов. Иногда количество этих перерывов, ну там 3-часовых вызов, надо сказать. И иногда договариваемся, допустим, давайте сейчас час поиграем, а потом полчаса. То есть, все равно вот эти перерывы должны быть соблюдены Но всегда. вызов 3 часа. Да. То есть, если ты хочешь порепетировать 6 часов, ты можешь порепетировать с оркестром 6 часов или нет? Или придется заплатить за 2 вызова? За 2 вызова. Но репетиция состоится. Но в туре у нас другая ситуация, мы все-таки ездим. А так в мире, где это вызовная система, то 2 вызова, конечно. У нас то же самое. Можно полтора. Если Можно договоришься. 1,5 вызова, Да. если договоришься. Если договоришься. А на спектакль при этом 3 часа, это один вызов, все чики-пуки. В Москве 4. И они не встают в середине отделения, не выходят на 15 минут перерыв и играют до конца, даже если отделение больше, чем 45 минут. Обычно. Обычно. Ну, понятно. Слушайте, ну это все, конечно, очень интересно. У нас был вопрос от одного из подписчиков по поводу призыка оперы. Он был на экскурсии в МДМе и услышал там от экскурсовода, что Эндрю Ллойд Вебер дописывал специально ноты для российской версии, потому что там не хватало слогов или не хватало, в общем, нот. Помнишь эту историю? Нет, такого я не помню. Музыка, Я там единственное, что Music of the Night, скорее всего. речь о чем идет, я так предполагаю, о том, что русский язык сильно отличается от английского. Гораздо больше слогов. Я Да. тоже работаю в дубляже очень много и прекрасно понимаю. Я вижу английский оригинал, вижу русский перевод и думаю, вот мой любимый пример, обожаю, из одного из мультиков, там было «Take your pet to the vet». Это «Take your pet to the vet». Да, 6 слогов. У нас «Отведи своего питомца к ветеринару». Да. Ну, это вот наша любимая с Алексеем Игоревичем Да, Ващенко да. тема, да. И мы вот это к вопросу про согласование. То есть каждый вот этот миллиметраж мы согласовываем. То есть, а можно здесь добавить немножко ноты, потому что нам не хватает. А здесь можно, а здесь нет. Есть какие-то причины, которые знают они, но иногда объяснять надо нам. в принципе, Бывает, что просто. нотку позволяется добавить какой-то, если нужен слог дополнительный? Да, бывает. И на выхода другого нет. И вы Да. согласовываете это тоже обязательно? Каждую добавленную ноту мы согласовываем. Без То есть, исключения. а если ты длительность ноты чуть-чуть Да, меняешь, тоже, и это тоже? Конечно, потому что, да, иногда просто ударение специфические, да, но Ну русский да. настолько он другой. Ну, кстати говоря, вот после русской версии, к которой мы привыкли, потом погрузиться было в оригинальный вариант, это какое-то просто счастье, просто потому что все естественно Ну, ложится, конечно. то, что написано. Написано. А ты также подпеваешь им, как всегда? Подпеваю, да. Маша Ты подпеваешь во время для спектакля? тех, Да. кто не знает, Маша просто поет каждый спектакль, Да? который она дирижирует. Маш, а ты когда-нибудь считала, сколько спектаклей ты отдирижировала? Нет, Никогда не я считала? боюсь. Я боюсь. Сколько калорий ты сожгла в процессе дирижирования? Еще вопрос у меня тоже вот классный. А скажи, а палочка — это обязательный атрибут дирижерской Вот работы? Или отличный нет? вопрос, Андрей. Ну, во-первых, когда ты играешь, дирижируешь, это исключено Ну, вообще, не да? получится.
А вот касательно других проектов, где нет игры, да, вот как раз «Призрак» это был первый спектакль, который я без палочки дирижировала, потому что я посмотрела это у Дэвида Кадика, который был у нас музыкальным супервайзером. Я удивилась, спросила его, а почему? Он говорит, ну потому что 14 музыкантов это не так много и, в общем, удобно. И я решила попробовать. Но я вернулась к палочке все-таки в итоге. То есть ты предпочитаешь с палочкой работать? Да, удобнее. Это, скажем, больше... А в чем удобство? А вообще она зачем? Потому что она удлиняет Жест. вот руку, и за счет этого жеста ты меньше тратишь усилий, то есть так у тебя палочка, это вот, да, пальцы, а когда у тебя в руках палочка, тебе нужно меньше усилий, Ну, я понял, совершенно она верно. Да. длиннее. И можно больше каких-то нюансов показать. Ну, в общем, это да, это на самом деле палочку не зря придумали. Ну, вот понятно. А про партитуру вот я хотел спросить тоже. Я никак не... Я просто видел оркестровые партитуры, иногда заглядываю в яму и смотрю, вот перед тобой лежит вот такой какой-то талмуд размером, я не знаю, с мою подушку, А3 которую я спою. обычно. А3. А3, да. И там у тебя что? У тебя все Инструменты и вокал. Да, И вокал еще отдельной строчкой. Вокал Это, а там сколько тактов посередине. помещается на одну страницу? А это зависит от, это по-разному. Это Да. по-разному. Это вот, но вот эта вот возможность видеть все, да, А как же целиком, ты это дирижируешь? И тут все время, или уже дальше в какой-то Вот. момент наизусть? Или как это происходит? акробатически. Бывает, что в какой-то момент наизусть, правда. Но почему партитура хороша? Потому что ты всегда видишь нюансы. Опять же, процесс живой. Ну да. Где-то что-то кому-то нужно показать, а где-то что-то кто-то вылетел, что тоже бывает. Человеческий фактор — это нормально. Сориентироваться, поехали дальше, то есть без остановки, так, чтобы это все было очень красиво и незаметно. Ой, мои самые любимые моменты про дирижирование Маши и оркестра вообще, когда вот есть же в спектаклях места, которые называются так называемый вамп, да, то есть когда андерскор это музыка, которая внутри сцены звучит как фон, да, чтобы создавать там атмосферу, я зрителям объясняю. Вот, и есть моменты, когда, допустим, должна случиться перемещение, переход декораций из одной точки в другую. Или там артисты должны сцену доиграть, а музыка уже кончилась. И мое любимое место, когда оркестр играет по кругу одну и ту же тему несколько раз подряд до того момента, пока что-то не произойдет. Вот. А еще я обожаю, когда, вот опять, это с синтезаторами, с вот этими записанными штуками, бывает, что подвиснет какой-нибудь инструмент, и, допустим, какая-нибудь одна нота у тебя идет. Вот как из таких ситуаций ты выходишь? Что Слушай, ну, это происходит? вообще вот ситуация форс-мажора. Да. Вот, мне кажется, первая связка — это вот дирижер и стейдж-менеджер, который ведет спектакль, да, за кулисами и соединяет воедино все технические службы. Потому что вот многолетний опыт показывает, что, конечно, быстрота реакции друг друга, потому что иногда бывает, что ты понимаешь, что что-то происходит не только по музыкальной части, но и по технической. И связь со стейдж-менеджером, чтобы максимально аккуратно из этого выйти, допустим, лучше всего не останавливая спектакль. Ну, конечно. В идеале, да, потому что все-таки остановка такая, как бы Ну, все это сразу, проседает, да, спад энергии, зрители такие, Ну вот, да, ну А иногда наоборот, все такие, о, класс, Да, нормально, да, стоп-шоу. движуха. да. И вот эта связь, кто этот человек, который ведет спектакль, который вместе с тобой быстро мыслит едино и очень хорошо знает ту же партитуру и техническую, и музыкальную. Давайте посмотрим. А вот если мы это перескочим, хорошо. То есть это решения должны приниматься молниеносно. А как связь? По телефону? Да. Потому что я слышал комментарий один, Да. Барская там трындела по телефону во время спектакля, а там реально такая трубка серая, очень Трубка, смешная. она как в правительственная, Кремль, да, в алло. Кремль звоним, да, настоящая трубка. Ну, кстати, я не знаю, она везде такая, текстурина Значит, такая. рассказываю. Да, Это давай. у меня, так как я сейчас занимаюсь стейдж-менеджерами вот, в рамках конкурса творческих профессий, как раз один из вопросов от стейдж-менеджера. Есть два человека, с которыми стейдж-менеджер разговаривает именно по трубке, а не по хедсету. Внимание, вопрос кто? Дирижер, понятно. А второй? Кто? Звукорежиссер? Бинго. Те, кому нужны оба уха для работы. Ага, понятно. Все остальные, обычно хедсет, на одном ухе у тебя наушник, Ну, а гарнитура, другое, да, микрофон. гарнитура, Гарнитура, а второе да, свободное. раз, да. И ты слышишь, а дирижер должен слушать двумя ушами, звукорежиссер двумя ушами. Поэтому Поэтому отдельный трубка. вид связи. И эта трубка, потому что зрители тоже такие, о. А там, правда, трубка такая советская. так, прям. а иногда Такая перед жесткая. началом спектакля нужно взять, все в порядке, да, Ну там, да. а почему так долго мы не начинаем? Ну, какие-то такие А вещи. как ты знаешь, что надо начинать? Там какие-то у вас еще какие-то лампочки Да, есть, да? Q-Light называется, Ага. такой светофор. Иногда бывает 3 красных, прям как настоящий светофор. Да. Красный, желтый, зеленый, но бывает только красный и зеленый.
Да, и это... Красный типа стоим, желтый готовимся, зеленый типа поехали. Не совсем. А как? Ты на начало спектакля, как человек, который ведет спектакль, который называется «Колер», дает всем красный сигнал «Готовность». Дальше каждый приходит на свое рабочее место и нажимает желтенький, что типа «Я на месте». Ага. На месте, на месте, на месте. И То есть в дальше... моем случае не только я смотрю, все ли музыканты на месте. У них тоже кнопочки? Или У ты них глазами? нет, я отвечаю за всех, я как воспитатель. Понятно. И я смотрю, все ли, допустим, кого-то нет, а время начинать. И вот в этот момент я беру ту замечательную трубку и говорю, допустим, Наташ, Позовите ко Таша, мне. ударник пропал, у меня вызывай. нет ударника, Да. срочно. Да, и вот, кстати говоря, да, пропал, надо вызывать. Значит, по громкой связи на бэкстейдже вызывают, не буду называть, надо, подойдите, Ну, не пожалуйста, да. Ок, все на месте. И тогда я даю сигнал, что И у меня также всё есть. каждый цех, то есть, допустим, оператор по свету, есть еще уводящий пушек. Ну да. Бывает 4 человека на спектакле, то есть их 5 человек, плюс 1 человек на сцене. И ты же не будешь всех 6 спрашивать, ребят, вы на месте? Дается команда одному, это его задача убедиться, Весь что цех все на убедится, месте, что все на месте. и он за весь цех нажимает желтенький. А когда идет зеленый, зеленый это команда для всех начали. И, соответственно, Кстати, после этого- вот про жизненные ситуации. Бывает такое, что кто-то застрял в пробке. Мгм. Ну, допустим, или не Я дай хотел попал- спросить, было такое, что вы играли без музыкантов? Вот, Сколько? или попал, не дай бог, в аварию. Но бывали такие ситуации. Вот я все, я не могу, вот я смогу через полчаса приехать. И тут начинаются такие вот процессы, то есть начинаешь думать, что за инструмент, где он играет, насколько он важен. То есть быстро-быстро нужно принять решение, можем ли мы начинать без него. Ну, допустим, без гобоя мы можем начать, который иногда играет какие-то соло, это не столь важный инструмент. А вот, допустим, без пианиста не можем начать, да, без ударника не можем начать, какие-то такие вот ритм-секция, без которой невозможно. То есть вот А есть какие-то, на случай форс-мажора, можно фонограмму включить? Там? Нет? Такого? Не бывает? Понятно. А какие-то, расскажи какой-то тотальный факап какой-то, который случался в твоей практике, как музыкальный руководитель. сразу Лена Черкляне. Сразу чекаясь что-нибудь. Лен, извини. Ну, потому что красивой истории не было, на самом деле, мне кажется, когда «Красавица-чудовище», это был уже второй сезон. Ага. Первый прокат, первый раз, когда Лена вышла с замечательной песней «Сказка о любви», миссис Чайтон. Ну да, я помню. Вот, и начала исполнять песню, все шло по плану, Так. и вдруг она забыла слова. То есть это просто белый лист. Ну, просто вылетели все слова. И я, все начинается как всегда, и вдруг я слышу какие-то совершенно незнакомые мне тексты «Солнце и луна», причем все на природу. Ла-ла-ла-ла-ла. Цветы, перечисление наименований цветов, то есть все что угодно, кроме того. А на сцене вообще-то главный герой, красавица-чудовище, Наташа Быстрова, я думаю, была. И то есть и оркестр, то есть мы не можем, а у меня просто слезы, и невозможно даже прочитать слова уже что-то, все. А оказывается, у Лены происходил внутренний монолог следующий, что она начала петь и подумала, как же я здорово пою. Как же я здорово пою. И говорит, как только я об этом подумала, сразу же вылетело все, Ну, и сразу, концентрация, да, да, пропала. и сразу пошли другие мысли. Когда же закончится эта песня уже наконец? Уже когда же? Маша, а ты помнишь второго артиста, который также в начале песни Кто подумал, чемпион он как забывали я красиво сегодня пою, а дальше нам исполнил хореографический номер под Бывает. названием «Мы пересекли черту». Есть у тебя личный рейтинг каких-то самых любимых артистов? А мы которые записываемся. Слушай, у нас сочиняют даже есть, да, запись. с У нас Мишей обязательно- мы же Соколовым, пишем да. каждый спектакль, и у нас Нарезка, каждый. нарезка из этих вот замечательных Ребята, это же моментов. золото, это надо... Ну, мы обычно Кому-то это показать. единожды запускаем потом на каких-нибудь капустниках, все Ага. как бы смеются, но мы это никуда не Слушай, я даем. вообще вспоминаю «Русалочку», и как у нас зависла полетная система наша прекрасная. Ой, да, когда, расскажи. когда все, значит, это же очень сложный процесс. Мало того, что полетная система, то есть она, там есть техника безопасности, так надо же еще и петь в полете. Это совершенно другие ощущения. Вот. И один раз, ну, собственно, она не раз она зависла, и все персонажи, которые у нас вылетали на сцену, они вылетали спиной. То есть То есть это был весь спектакль от начала до конца. Все, кто вылетали, они вылетали И спиной. они не видят дирижера при этом. Нет, ну это дирижер, это было Я просто... помню Лешу Боброва, Лёша которого Бобров. мы тоже там... Ну, у нас было стоп-шоу, и мы остановили, вроде бы все проверили, решили, с какого момента мы начинаем, и мы сделали все, кроме не отжали ресет на полетной системе, то есть
одну ошибку допустили. В итоге Леша просто весь номер свой этот поцелуй, Kiss the Girl, пел спиной в пел зрителя. спиной в То есть он зал. летал, да, чайкой, и через плечо пытался смотреть. Слушай, ну, это, конечно, самое такое трэшовое в плане происшествий шоу, потому что количество всяких косяков Да. и факапов, как ты говоришь. «Русалочка» была очень сложная просто технически, насколько я понимаю. Она Там была корабль этот сложная. чудовищный, который все время куда-то въезжал. Ты знаешь, там было очень много ноу-хау, которые были прям в прямом смысле испытывались на нас, как киком, который периодически зависал. И тут же надо еще судорожно понять, что ты делаешь, как бы, и артисты периодически какой-то инициативой выскакивают. Я помню, как Дмитрий Ермак, который играл Себастьяна, услышав свой трек, а который по ошибке выскочил вот в систему, он просто заново выбежал на сцену, а там уже другая сцена происходила. Он долго пытался вкурить, что происходит, и корабиком ушел. Да. Прекрасно. Давайте, Маш, про твои личные предпочтения. Есть ли у тебя любимый какой-то спектакль, который шел в России, музыкальный? Самый. Ой, это на самом деле сложный вопрос, потому что каждый спектакль был уникален по-своему и любим по-своему. Я не могу сказать, что был какой-то прям любим. Но все-таки вот «Русалочка», потому что он Да. был какой-то, ну, Алан Менкен, и музыка, и то, что для детей, и вот эта реакция из зала замечательная. То есть, ну, вот это какой-то... Хотя вот я помню, что, опять же, мы когда увидели, он был, да, вот, как оказалось, каким-то пустым, ну, по декорациям был специфическим Ну, достаточно. в Голландии, честно, мне не очень зашло, но это же особенное искусство ставить мюзиклы на голландском и слушать мюзиклы на голландском. Я слушал Это- «Мэри Поппинс» на голландском, очень понравилось. Но я, к счастью, до этого посмотрел на Бродвее, поэтому я понимал, что Ну, происходит. мне тяжеловато, по крайней мере, вот первые разы прям очень тяжело на голландском воспринимать было. И мне не очень зашло. Ну, как мы там не поняли сначала, но потом сложно сказать, Андрей, потому что говорю, разные вот спектакли, и Чикаго тоже, и шахматы. Музыкально, мне кажется, это просто шедевр. Просто шедевр. Но мне нравится, что у тебя вот я вот вспоминаю все твои спектакли, и они все настолько разные. Разные, Просто да. Супер. «Зорро» — это фламенко, гитары живые. Да, «Чикаго» да. это такой джаз-бенд, такой прям. Это большая Несколько благодарность. таких оркестров, Да. 2 Диснея, прям вообще огонь. Это счастье, что есть возможность попробовать разное. Это бесценно, да, это бесценно. А есть какой-то спектакль, прости, Лиль, который существует, где-то идет, в мире ты его видела, Который ты его хотелось любишь, бы. и который Да. ты бы хотела, чтобы появился в нашей стране? Ну, много, на самом деле, разных. Просто Какой понимаешь, тебе? понимаешь, что Давай вот не без все пойдут. оглядки на возможно, Ну, невозможно. Гамильтон мне очень нравится. Гамильтон. Да. Вообще «Король лев», хотя он «Король уже лев». старенький, «Король лев» все равно он прекрасен. Несмотря на то, что он уже старенький, но... Ну, он зрелищный, я Да. видел, да, это очень хороший спектакль. Да Ну много. что, друзья, мы нашу обязательную часть отстреляли. Так, И быстро. дальше у нас рубрика. Рубрика называется «Интересные факты». Итак, интересные факты про музыкального руководителя, про оркестр. В принципе, мы подготовились, там кое-что забавное. Так. Предшественником дирижерской палочки была, знаешь, что было? Батута, представлявшая собой большую палку, которой дирижер ударял о землю. Таким образом, он указывал ритм и темп звучания. Как интересно. Лиля? Именно о землю, да? Да. Знаменитые мюзиклы — это всегда живая игра оркестра, исполнение партий вокалистов. А микрофоны могут быть спрятаны, кстати, не только в привычных местах на лбу артиста, но и, например, в аксессуарах, в шляпах. Да. Факт номер 3. Кстати, очень интересный, Маша, тебе понравится. Самую большую зарплату музыкальные руководители получают в Соединенных Штатах Америки, а именно в штате Невада. Средняя оплата труда музыкального руководителя здесь составляет около $100 тысяч в год. Теперь вопрос, Маша. Я уже боюсь. Насколько, ну, я думаю, что всем зрителям нашим тоже будет интересно, вот зарплата в туре, она насколько сопоставима вот с зарплатой в Москве была? Слушай, ну, мне кажется, что просто вообще экономическая ситуация в целом у нас в России, особенно в этом бизнесе, она сильно отличается от ситуации в других странах. Несопоставимо, я скажу так. Ну, то есть это в 2, в 3, в 4, в 8, это 100 тысяч в год. О каких суммах идет речь? Нет, ну я думаю, что ну, так, не в 100 тысяч, Ну, конечно. давай не будем конкретные Ну, в цифры три- называть. Вот разница ну, оплаты, допустим, ну, у там нас в и на 3 Западе. раза, В 3 раза. 3-4 раза. 3 в У 4 нас раза. в 3-4 раза больше платят.
Даже не знаю, как лучше сказать тебе помягче. Ну, может быть, в некоторых театрах. В некоторых театрах, кстати, да. Я же сейчас пока могу говорить только за один театр. Ну да. Да, так что да, там, конечно, это все немножко на другом уровне находится. То есть на Запад все-таки поехать выгоднее. Ну вот сейчас в наши времена это вопрос, конечно, понятно. большой. Маш, а скажи, а вот это вне касательно рамках этой рубрики, а сразу в параллель вопрос. Вы вот набираете в призык оперы в тур только англоговорящих? Или, допустим, кто-то потенциальный из наших артистов также может как-то куда-то отправить заявку и Мне кажется, поучаствовать? отправить заявку можно, но Куда все-таки тебе на почту? Берем ручки и записываем, куда отправлять заявки. не на почту, да. Но приоритет, я думаю, что все-таки за англоговорящими. Потому что, вот, кстати, к вопросу, я наблюдаю детально, как работает, значит, мюзикл-директор, музыкальный руководитель нашей туровой версии, он американец. И он очень аккуратно, корректно выправляет какие-то акценты, да, людей, кто из разных даже регионов американских штатов. То есть, а какой стандарт вот у вас? Не скажу сейчас, я не скажу. Просто Скажи. когда мы Ставила отправляли Ларису Александровну Долину на Бродвей, она же у нас единственная артистка, которая была в рамках приглашенной звезды, именно выступала. Я помню, помнишь, мы в Москве начали заниматься с ней месяца за 3, наверное. Потом твой друг Адам Маскин. Он же Адам Джеймс, диджей Радио Да, Адам занимался с Ларисой Санной разговорной речью. Я не знал, кстати, об этом. Да, он с ней 3 месяца занимался. Класс. Мы, по-моему, все лето на это угрохали. Потом мы поехали туда, и дальше уже у нас вердикт такой, что, ну, все равно есть акцент. В вокале нету, в речи есть. Слава богу, вот в «Призраке оперы» там не так много разговора, но и тогда мы на Бродвее придумывали историю, как раз только что вышел сериал «Оранжевый хит сезона», и там одна из ролей, там есть как раз такая вот похожая роль, она единственная там начальница столовой в тюрьме. Русская? Она типа русская. Рэд? Да. Да. Абсолютно верно, да. И мы как раз тогда и придумали, что ну, можно позаимствовать вот эту вот задумочку, что наша мама Мортон, она иммигрантка там из каких-то из Восточной Европы или из России, или из Украины. Актуалочка. Да, Класс, и молодцы. тогда Ларисане, кстати, даже разрешили несколько реплик сказать на русском. Тогда это вообще оправдывало абсолютно ее какой-то акцент. У нее был минимальный, но он все равно чувствовался. То есть у вас тоже есть, это называется dialect coach, да? И у вас эту функцию выполняет музыкальная... Да. Он аккуратно правит это, но вот я не знаю насчет... Да. Слушайте, ну я был в Германии, смотрел там мюзикл «Бал вампиров», где немцев было 2, один из них вообще австриец, по-моему, или швейцарец. Но это та самая постановка, где Ваня Ожогин играл. Это большая беда, на самом деле, Германии, потому что у них, помимо того, что в разных регионах еще разные диалекты, и им желательно, конечно, выправлять диалект в сторону вот той конкретной того региона, где они играют. У них огромный штат таких вот педагогов по диалекту, и я видела еще один спектакль, где, по-моему, было только 2 немца. Это был мюзикл «Аладдин». О, да. Другой подход. Это я не смотрел. Так, еще у нас остался последний вопрос, не вопрос, а факт в рубрике «Интересные факты». Женщины-дирижеры – это очень редкая профессия, она такая же редкая, как Женщина-сварщик. женщина-сварщик. Мы тут с Андреем Давичем встретили одну из 10 женщин-сварщиц в России. Да. Сколько же женщин в России как правильно, дирижерша, дирижерка? Просто вот это Вы да. не придумали, да, еще специальный термин? Надо под это? придумать, да? Мне кажется, пора уже. Это, мне кажется, сейчас вообще очень такое популярное течение, да, вот отказ от какого-то гендерного подхода вот, ну, в плане того, кто дирижер, и очень женщины в мире, не только в России, но и в мире, очень популярны женщины-дирижеры. Слушайте, ну приятнее посмотреть же на девушку, которая стоит за пультом. Это как женщина-диджей. Сейчас тоже очень популярно. Раньше только мужики, а сейчас, пожалуйста, девчонки. Ну да, очень много. И в России, и не только, и есть. Вот мне только что прислала сообщение Кристен Бладжет, в которой я спросила: Кристен, говорю, дарлинг, можешь ли ты мне помочь? Сколько женщин-дирижеров на Бродвее? Она мне пишет:
именно которые стоят на позиции главный дирижер, 5. Да, так, в России у нас есть Мария Барская, у нас есть Жанна Кудрявцева. Жанна Кудрявцева. У нас есть Инна Ржиховская, Алевтина Йоффе есть, которая да, сейчас, есть но еще. она меньше по мюзиклам, она сейчас в театре САЦ и в Михайловском театре, главный дирижер в Питере, да. Есть еще. Так, давай еще одну, и мы побьем Бродвей. Есть еще одна. Меня очень сильно не помню, как зовут. Есть. Любовь шпионаж дирижировал вместе с Женей Заботой. Кстати, я не помню. Да, А я вот просто лично с ней не знакома. Я не помню, я не знаю. Есть еще. Ну, то есть мы на уровне. На уровне. То есть Россия лидирует в области женского дирижирования, не побоюсь этого слова, особенно в музыкальном И, театре. кстати, одной из первых женщин-дирижеров в мире была российская дирижер Вероника Дударова. Вероника Дударова, да. Да. Мы закончили с фактами. Мы закончили с рубрикой «Интересные факты», и мы переходим к следующей рубрике «Вопросы от зрителей». Итак, рубрика. Должна возникнуть, ну ладно, неважно. Итак, рубрика «Вопросы от зрителей». Перед тем, как мы перейдем к рубрике «Вопросы от зрителей», я должен рассказать, что мы дарим вот эту бейсболку. Лилия, а ты рассказывай, кому. Потому что у тебя есть запись. Да, у меня есть относительно кого запись. вы выбрали. Нам показался очень интересным комментарий и вопрос аккаунта в Ютубе, там не написано, кто это. Да, нам очень понравился комментарий от юзера с логином, названием Musical Stories. Это был вопрос, нам показался очень смелый. Значит, вопрос следующий был. Очень интересное интервью. Спасибо. Что касается новых гостей, Дмитрий Богачев. Его я готов слушать вечно. Мы рассмотрим эту просьбу. Дальше у нас есть еще вопросы, потом предложение открыть филиал Stage Entertainment в Киеве. Так это из Киева получается. Это из Киева, да, поэтому эта бейсболка у нас Отправляется в Киев. Да, огромная просьба Musical Stories. Как-то выйдите на связь, отпишитесь в этом комментарии, дайте нам какие-то контакты. Ну или мы сами вас найдем. Но лучше И вы тогда мы напишите. идем к вам. Да. И тогда мы отправим бейсболку в Киев. Ну а сегодня, по традиции, я объявляю приз, который принесла с собой сегодня Мариам. Приз эксклюзивный. Вы такой больше нигде и никогда не найдете. Впрочем, бейсболку вы тоже нигде никогда не найдете. Но этот приз вообще достать нигде будет невозможно совершенно точно. Это, сейчас я очень изящно достану это из-под своего стула. Это магнит мюзикла «Призрак оперы», который купить уже нигде невозможно, только у коллекционеров за бешеные деньги. А также, внимание, тоже очень редкий диск «Призрака оперы», но самое интересное, что там внутри находятся автографы двух артистов: Ивана Ожогина и Елены Бахтияровой. Поэтому, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, пишите свои вопросы, и за лучший вопрос или комментарий под этим видео мы подарим этот приз тому человеку, которого выберем либо мы с Лилией, ну Либо или мы Маша. с Машей тоже проконсультируемся. Ну а теперь, собственно, те самые вопросы, которые прилетели к нам из чата и из-под анонсов. Итак, вопрос номер 1. В моем представлении дирижер может довольно вольно трактовать темп и динамику музыки, являясь сотворцом произведения. Но в мюзиклах часто часть инструментов воспроизводится в записи. Скажите, работа в таком режиме — это сложнее или проще для дирижера? Ну, мы вкратце об этом рассказали, Да. но насколько тебе проще или сложнее работать с предзаписанными какими-то инструментами? Ну, в этом просто нет жизни. То есть то, что предзаписано, оно фиксировано, да, то есть моя роль, она сводится на нет просто. Да? Но действительно, относительно свободы трактовки темпов, на самом деле это действительно интересная история, потому что все равно есть некоторая мера, да. То есть я могу дать себе полную свободу, а все-таки, пожалуй, и нет. То есть она все равно имеет какой-то лимит, потому что иначе это будет уже другое произведение, да, я могу уйти настолько далеко в свою свободу, что это будет неудобно. Кавер-версия. Кавер-версия, да. Так что Понятно. интересно. Ну, то есть вот эти вот современные технологии, они скорее закрепощают тебя как творца. Конечно. Работаешь по кайфу. Конечно. Как все. Конечно. Но я думаю, что это упрощает просто жизнь других департаментов, когда у тебя это все Фиксировано, фиксировано, да. да, У тебя ты предсказуемый можешь тайминг. распределиться, у тебя есть тайминг, ты можешь дать команды вовремя, что-то идет по тайм-коду,
Ну, тайм-код, вообще, да, вот есть фиксированные моменты, они нужны еще в том числе, чтобы переход, допустим, случился красиво, да, картинка поменялась, декорация, они иногда выполняют функциональную задачу. Естественно, это не касается всего спектакля, а каких-то его отдельных кусочков, которые выглядят красивее, если это сделано чисто. Вот Я тогда вот что- знаю совершенно точно, не знаю, может быть, я раскрою какой-то секрет, и мне прилетит по шапке, но я знаю совершенно точно, что в театре оперетты мюзикл Анна Каренина идет целиком по единому тайм-коду все шоу, включая переходы, Там очень много видео уже. переходы, видео, движение экранов, перемены света и оркестр, все работают по одному тайм-коду, и он единожды запущен, ну, то есть не может быть остановлен. То есть спектакль, вот первый акт идет от начала до конца, всегда одну и ту же длительность, с теми же абсолютно темпами и переходами между сценами. Мюзикл «Шахматы», где тоже очень много видео, как раз-таки ровно наоборот. То есть они наоборот ушли от тайм-кода, и там как раз-таки вот идет игра вживую, вылавливание вот музыкально, когда какой-то видеоряд запускается. Но это сложнее Да, получается. но оно интереснее. Тогда оно больше трогает. Это вот, по-моему, номер «Игра», так, где вот появляется этот видеоряд противостояния США и СССР. Оно очень музыкально. И оно работает именно, это когда оно живьем. музыка. Вообще. Ну и появляется дыхание, соответственно. Конечно, ты можешь да, что-то да. подержать, чуть побыстрее, чуть Да. помедленнее, где-то чуть подержать паузу, когда ты чувствуешь, что артист, ну да, я понял. Короче, живее получается. Живее. Живее, но верно. сложнее технически. Да. При этом. Понятно. Следующий вопрос. Елена Бахтиярова интересуется. А это был вопрос от Ольги Зов. Это представители моего фан-клуба. Вопрос к морям. Чем отличается западная труппа ПО от российской в работе? Кроме того, что они уже приходят обученные Да, ну вот да. на репетиции. Так, в целом, вот еще какое твое впечатление? Не, ну вот просто все равно, вот, как ни крути, все-таки я родилась, выросла, да, здесь у нас, и разница менталитетов, она очень ощутима, как ни крути. То есть в чем-то чувство юмора совпадает, в чем-то нет. Но все равно вот привыкаешь, то, почему я скучаю, собственно говоря, конечно, это вот наш русский язык, наше чувство юмора, наш какой-то образ мысли. Но он все равно, вот, я не говорю, что все одинаково мыслят, но все-таки есть отличие. Это вот оно какое-то даже с трудом уловимое и сложно его описать, но есть. Но то, что люди очень высокопрофессиональные, это бесспорно. Но я не могу сказать, что прям отличие. Ну вот просто потому, что мы русские. А есть люди из других стран. Скажи, они вам вечеринки организовывают, вот как у нас было во время призыва оперы, когда у нас были тематические вечеринки на 8 марта, на 23? Слушай, ну это Вот я просто скажу традиция так, же со стыжей. я скажу так, что вот у нас это все более централизовано, скажем, да, ну вот, допустим, наша так называемая 214, да, как вот наша даже вот local team, не знаю, вот Мариана, да, ну, в общем, все, кто занимают какие-то даже именно должности, да, как-то так очень помогают и подхватывают какие-то идеи, а там это больше происходит инициатив от самих артистов, скажем так. Офис не принимает участия никакого в организации чего-либо. Если только артисты сами захотят что-то придумать, куда-то вытащить всех там какие-то... Ну, в общем, это все... Капустники нет? Бывает, но это бывает, допустим, вот у них очень особенное отношение к Рождеству, да, это самый главный праздник в году, допустим, вот Рождество, и вот к Рождеству приклеены вот эти все вот такие и капустники, и что-то еще веселое. Призрак в колпаке выходил, да? Нет, кстати говоря, нет, очень строго с этим. Что касается постановки, мне кажется, там... Да, забавно, очень строго. только Но за вот кулисами. у нас тоже по-другому. У нас, конечно, дух вне спектакля, да, вот какое-то объединение. У нас это вот все. Слушай, ну вы же там практически живете вместе, вы Да. живете в одном отеле, вы ездите Верно. на одном автобусе. Ты, кстати, когда в следующий раз едешь, ты сейчас вот в Москве? Я должна надолго была еще? улететь в июне, но Китай решил не открывать границы. Китай решил, что И? надо доберешься. Сейчас И туда я, тоже. да, и я свободна когда? до какого-то времени в 22 году. Я здесь этот То есть сезон. ты сейчас в этом сезоне в Да. Москве? Да, я в Москве. Друзья, у нас свободный Мы добавим дирижер твой мирового контакт в класса. описании В видео. Москве на следующий сезон продюсеры, кидайтесь, скорее хватайте Я с специалистов. удовольствием. Я с Лучше вы не удовольствием найдете, это я вам гарантирую. Ну, у тебя Лично. какие-то вообще-то планы есть сейчас творческие? Есть что над чем ты сейчас работаешь? Я пока, ну, есть какие-то наметки, есть какие-то планы, мы Секреты? работаем. Или можно Ну, рассказать? я могу, я немножко обязательно Ну, скажу. расскажи, пожалуйста. Вот, допустим, Антон Преснов, с которым мы много лет знакомы и работаем вместе, мы с Антон ним... Преснов – это режиссер, репетитор мюзикла «Призрак оперы», «Чикаго», «Бал вампиров», режиссер-постановщик «Хрустального «Хрустальное сердца». Магазинчик ужасов тоже? Магазинчик ужасов, да. Это из, номинирован ну, из «Золотой мюзиклов. Маск», да. Мгм. И
в театре «Город», в городе Долгопрудном мы тоже работаем вместе, ставим какие-то спектакли замечательные вместе с ним. И большое удовольствие мне доставляет работа. Мы с ним что-то такое придумываем. Еще у нас есть проект, который мы начинаем с Антоном Музыканским и с композитором Крейгом Адамсом. Это иностранная фамилия. Да, из Великобритании, но это я пока не скажу, как он называется. Это тоже То есть есть это в пишется, плане. это новое, да? Это какая-то новое, это история? совсем вы новое. пишете с иностранным композитором под Россию. Да, да, это будет создаваться проект прямо с нуля. Интересненько. Это круто. То есть что-то будет интересно. Да, это вот так. Это когда планируется? Ну, плюс-минус, это следующий сезон? Это секрет. Это вообще секрет. Это вообще секрет. Но это вот, да. Ждите Ты анонсов, нам потом на дорогие ушко зрители. после эфира расскажешь, я надеюсь. Да. Мы зрителям не расскажем, но ты Но нам тем не по менее, вот я открыта к каким-то новым еще идеям с удовольствием. Вот. Так, разница между туринговой версией и стационарной версией «Призрака оперы» «Взгляд изнутри». Я могу сказать, что в нашей туровой версии самая большая революция в том, что декорации созданы заново. Они созданы для меньшего размера театров. То есть театры, которые были всегда закрыты для призрака, для фантома, сейчас они открыты. И это открывает какие-то новые перспективы, несмотря на то, То есть что... можно привезти в Москву и встать, например, в Измайлово. Или Не настолько. ДК Не Горбунова. настолько. Я думаю. Но свечки, то есть, не выезжают из-под пола, а выезжают из-за губ. Выезжают А, из-под вы пола. пол с собой возите? Да, Сколько у вас да. занимает монтаж? Это же недели. Слушайте, это просто удивительно, насколько это быстро, монтаж. Я не буду сейчас говорить точно количество Ну, это дней. недели все равно. Но или дней. это очень быстро. Свечки телескопические, как у фокусника такие, да, наверное. Волшебство. Как удочка, как спиннинг. Ангел у нас стоит на сцене, но это очень красиво, это неожиданно. Мы сначала так расстроились, ну как же ангел должен быть наверху? В смысле стоит? Он стоит на сцене, ангел. То есть это прям конструкция, которая выезжает на авансцену. в А тот момент, люстра? когда- Как же? Люстра падает, Да? но она является частью сета, то есть она не вынесена далеко в зал, а она крепится она к просто так сету. вниз, так. И она, да, то есть она чуть меньше, чем та, которая была у нас в Москве, но падение ее также репетируется, также, кстати говоря, бывают всякие. Класс. Да. Состояла ли труппа гастрольной версии из артистов разных стран или только из англоязычных? Спасибо. Ну, мы так мы поняли, уже что из разных стран, но все Да, англоязычные. поговорили, да, ангел. Да. Так, Мариам, а вы когда-нибудь плакали, стоя прямо за дирижерским пультом? Какой интересный личный вопрос. Смеха в основном. От смеха я подозреваю несколько раз. На самом деле, как это ни странно, на призраке оперы. Да, это мы все. Кто все дороги этот ведут человек, туда. который заставил тебя рыдать? Чуркляни, как обычно. Я не играл, а играла. Играл, я тоже хотела сказать, не играл, конечно, да. На самом деле Дмитрий Ермак прекрасно исполнял эту роль, Да. надо сказать, и А плакала респект ты над большой. кем? Где-то, да, где-то финальное логово как раз, где-то был там. Не знаю, может, последний спектакль, потому что был. Ну, слушай, ну, последних какие-то серий это не были. считается. Это не в счет, это Не не в в счет, счет. но Но последний от даже я плакал. но от смеха, конечно, был, да. От ну, смеха да, чаще. Да, Ну, бывало. понятно. Так, следующий вопрос. У нас остается немного времени. Какой спектакль был самым сложным и тяжелым по исполнению? Ну, вот я не знаю, опять же, можно ли об этом говорить. Касательно У нас бала... обо всем можно говорить. Обо всем. У нас эфир без пафоса и без секретов. Бал вампиров именно по той причине, что в нем было очень много кликов. Он был вот как раз Кликов это предзаписан. предзаписанных треков. Да. Этих самых. Да, предзаписанные треки, но разница, допустим, с «Мамма Мия» или «Зора», где есть такой бит предсказуемый и ровный, да, в каждой песне он свой. И ничего сложного, да, просто пульсация идет и все. То в «Бале вампиров» это был клик, записанный на симфонические замедления и ускорения, и это было, конечно, я помню, это просто... Было сложно выучить Этого не было нигде, ни в одном спектакле больше. Да? Просто ни в одном, потому что, да, это надо было именно выучить, и опять же, моя функция как дирижера, она была сведена только к тому, чтобы я сделала Попадала вид, в эти что это, темпы, да, что это живое. попадая в клики, сделала вид, что это живая музыка, хотя на самом деле она такой не являлась, потому что очень много было. А в Питере они играют не так, без кликов. В Питере оркестр большой, да, у них своя версия. У них своя У версия. нас музыкально чуть-чуть разные версии. Отличаются, у нас, Ну, то есть у нас, грубо говоря, декорации, костюмы, парики — это питерская версия, а пьеса с небольшими изменениями, не будем долго рассказывать почему, но музыкально это не эта версия, а немецкая версия. Да, как-то так, там, по-моему, какая-то Ну, разница она была. немножко Там есть, другая, да, чем разница. та, которая шла в Москве, другая. Ну, понятно. Ну, вот эта сложность в том заключается, что ты Да. должна особенно замедление и ускорение Да, выучить чтобы уже да, оркестр да. попадал сверху на этот трек, чтобы все звучало гармонично. Верно. Понятно. Так, следующий вопрос. Можно ли попросить рассказать про Нордост
Что было в нем интересного и для тебя особенного? Слушайте, ну я скажу, что я пришла в этот проект уже после всех вот печальных событий, которые там произошли в оркестр. Это раз. Во-вторых, это был для меня первый проект в оркестре вообще, потому что, к сожалению, образование пианиста, неважно в каком ключе, в среднем звене, в высшем учебном заведении, не подразумевает такого предмета, как оркестр. Пианисты, они учатся играть только на рояле. Я всегда завидовала, ну почему же так? Скрипачи, струнники, всегда у них есть оркестр, у духовиков есть, они могут прийти и пообщаться, сыграть что-то Да я вместе. учился на ударных, даже у меня был оркестр. Вот, а у нас нет. Мы какие-то вот были, это так было Какая очень грустно. чудовищная несправедливость. Чудовищная несправедливость, совершенно верно. Причем, мало того, практически у всех инструментов есть предмет общий фортепиано, то есть они учатся. Было Да, у тебя? а вы, получается, вообще мы вообще, у самые нас лишенцы не было. такие. Да, лишенцы, у нас всего один инструмент. И нет оркестра. В общем, Нордост это был замечательный совершенно для меня первый опыт игры в оркестре под руководством Мара Рамовича Карапетяна, дирижером его первого. Это было, конечно, такое просто боевое крещение, скажем так. И это великий мюзикл, и музыкально, и то есть я помню, что я даже мечтать не могла попасть, работать в него, но это здорово, конечно. Ну, не зря он готовился много лет, просто очень много лет, и это здорово, конечно, хотелось бы, чтобы... Эх, повторить бы, Да, повторить бы. живьем бы посмотреть. Я Да. бы, конечно, очень... Я был совсем тогда еще маленький и вообще... Я тоже не А может быть, видела. все-таки еще получится. Все еще может быть Все будет. может быть. Мы верим в лучшее, в то, что наш театр встанет после пандемии, эгей, и наши новые отечественные проекты, даже с участием зарубежных специалистов и привлечением зарубежного опыта, особенно специалистов, которые поработали и там, как бы, собственно, одна из миссий нашей программы именно в том заключается, чтобы показать, что у нас есть классные кадры, которые знают, как это делается на Западе, и этот опыт перенести на российскую действительность и начать делать свои собственные классные шоу. Да, Мы это хотим здорово. показать людям, как это можно делать, что есть определенные тоже накопленные какие-то знания, их нужно просто использовать, и не нужно изобретать свой велосипед и пытаться с нуля создавать какой-то особенный русский мюзикл со своей тяжелой судьбой. Да. Так, еще один вопрос. Какие ощущения, воспоминания сохранились у Мариам после прямого участия в мюзикле «Чикаго»? Быть с оркестром — это одно, а вот играть актерски совсем другое. Ты что, играла в «Чикаго»? А потому что у дирижера тоже был микрофон, и я несколько раз в течение спектакля поворачивала зрительный зал, и у меня были даже мои кусочки реплики. И я занималась сценречью. Я занималась сценречью с двумя педагогами даже. Это было В расписании на грим. в расписании на грим, да, потому что оркестр это был единственный мюзикл за всю историю, который были в Москве, когда оркестр в полном составе был на сцене. Да, да. И это, конечно, да, саундчек, пройти саундчек. И ты, по-моему, на поклоны, да, вызывала всех? Прям со списком. По-моему, ты всех зазывала на поклоны. Нет? Ошибаюсь? Да, наверное. Ты объявляла Верно. всех артистов, да, а потом уже разворачивались и тебя объявляли. А какие у тебя были реплики внутри спектакля? Ты сейчас помнишь? Нет. Все, спектакль Нет, да, стерся из это, да, памяти. вот это прям, да, нет, сейчас не вспомню. Ну, тогда, конечно, да, это было, причем это был же стресс большой, потому что все-таки мы привыкли играть, дирижировать, это же не совсем жанр для нас, другой, да? Ну да. Но это очень здорово, это был чудесный совершенно опыт, это были совершенно другие ощущения, да. Ну, Это понятно. здорово. Ну что, Маша, давай мы тебя попросим какое-нибудь такое, знаешь, общее пожелание нашему проекту «Мюзикл в России». И вот какого-то что-то такого, вот как бы, чего бы тебе хотелось, как ты видишь развитие этого жанра в будущем в нашей стране и о чем ты мечтаешь? Я мечтаю о том, чтобы мюзикл жил, развивался, и я верю в это, что это произойдет, потому что очень много профессиональных людей и артистов все больше и больше, которые чудесно и очень здорово, и интересно наблюдать, как люди растут, развиваются. Я уверена, что жанр мюзикла будет жить и развиваться, потому что и в городах, в других уже, да, сколько случается премьер, это просто большое счастье. И я верю, что все получится, да, и найдутся и продюсеры, и инвесторы, и команда, которая все будет ставить. Я желаю от всей души жизни мюзикла. Ну а мы с Лилией Фаизовой и проект Stage Door на канале Musical Universe постараемся в этом помочь. Обязательно подписывайтесь на наш канал, поставьте колокольчик, ставьте лайки и не пропускайте ни одного нашего выпуска. А за лучший комментарий или вопрос мы подарим, напоминаю, диск и магнит
мюзикла «Призрак оперы». Маша, спасибо тебе Спасибо вам большое, что ты большое. к нам Спасибо, пришла. Андрей. Спасибо, Лили. Очень приятно. Мне очень приятно понравился было. этот эфир. Мы прям выходим на какой-то классный уровень уже расслабленности. Наше шоу катится, движется. Я думаю, что все у нас будет классно и Да. хорошо с такими людьми, как ты, в этих замечательных креслах. Спасибо вам большое. Ну что ж, дорогие друзья, счастливо и до новых встреч. Следите за анонсами. Пока. Слушайте, ну прекрасно. По-моему, огонь. По-моему, огонь. Я должен вам напомнить, что мы все еще в эфире, и нас все еще слышат, поэтому давайте не будем сейчас обсуждать, что пошло не так. Хотя, мне кажется, все было так. Маша, было спасибо большое тебе огромное. удовольствие. Это прям Спасибо вам вообще большое. Это было очень, так очень приятно. мне понравилось. Было очень приятно. Прошлый выпуск мы какие-то были чуть такие, знаешь, все такие на стрессе, ну, потому что первый раз. А сейчас ты пришла, и мы что такие ля-ля-ля. И главное, что прям по таймингу мы все успели, и все спросили. Прям И сегодня про все, про идеально. что хотелось рассказать, мы рассказали, и я все спросил.